Gadget. И люди думают, что это бас-линия, вот это. Но это не бас-линия, это вообще-то те горны, просто перегруженные. Ну что же, ребят, пришло время, и давайте посмотрим на мою студию. А кого из современных русскоязычных артистов ты бы мог выделить? Привет, друзья! Я Дмитрий Гуменный, диджей Демиксер, и это передача по студиям. И так как у нашего проекта нет рамок и границ, сегодня мы пообщаемся с музыкантом из Канады, Апаши. И, конечно же, узнаем, как создавались его главные хиты. А вы, друзья, пока напишите в комментариях, что у вас изменилось за этот карантин. Я вот, например, успел отрастить усы и бороду. Начинаем. Джон, привет, рад тебя видеть. Расскажи, где и как ты проводишь свой карантин. Привет, я на карантине в Монреале, в Канаде сейчас. Я выпускал альбом, который уже был готов, когда карантин только начался. Нужно было сделать очень много вещей, которые относились к релизу этого альбома. Ну, знаешь, все промо, куча разных интервью. Так что в первой части карантина я был довольно занят этим релизом. После этого сделали несколько стримов, на которых я играл. И кажется, только в последние несколько недель я взял выходные, в которые не делал ничего. Разве что кроме протестов по Black Lives Matter и просмотра телевизионных шоу. И, в общем-то, все. Это мой карантин. А много ли у тебя отменилось концертов? Я не знаю, сколько конкретно концертов было отменено. Но по большей части все было отменено. Все фестивали, все шоу просто в одну неделю. Все начало отменяться. И я не могу назвать тебе точную цифру, но этот год обещал быть лучшим по выступлениям в моей жизни, так что я немного расстроен. Но в то же время это жизнь, и все в одинаковых условиях. Я лишь надеюсь, что мне удастся попасть на эти шоу уже в следующем году. Потому что не могу дождаться, когда вернусь, наконец, в дорогу и на сцену. Джон, ты родился в Бельгии. Поведай нам, каким образом ты очутился на другом континенте, в Канаде. Я сел в самолет и приземлился в Канаде, когда мне было 19. И изначально, потому что моя мама жила в Канаде тогда уже. И я нахрен хотел свалить из этой Бельгии. Плюс мне было интересно посмотреть, что за Канада, как оно там и вообще. Я прилетел туда летом, начал учиться, мне понравилось, и я остался. Ну что же, ребят, пришло время, и давайте посмотрим на мою студию. Она довольно маленькая, но очень эффективная. У нас здесь прекрасная акустика. Это первая студия, которую я построил, и у меня заняло целые годы, чтобы дойти до этого. В общем, я начал работать в этой студии еще во времена EP Requiem, и здесь сделал альбом «Ренессанс». До этого я еще работал дома. Давайте проведем небольшой тур по игрушкам, которые у меня есть. А здесь у нас Electripes, MX и SX, и по большему счету это именно что игрушки. Это вообще первые штуковины, которые я купил еще когда был ребенком, лет в 13 или 14. Я тогда купил первую, вот синюю. И тогда я еще делал такую хард-тек музыку без использования компьютера. Я работал чисто вот на этих устройствах. Я не использую их сегодня уже так много, потому что качество звучания, оно не очень хорошее, но эти малышки имеют очень сентиментальное значение для меня, так как это первое, что я купил. Ну и к тому же довольно весело просто с ними играть иногда. То же самое с Axis Virus C, который стоит здесь.
Я использовал его довольно много, когда был меньше, но сейчас не использую настолько часто, потому что плагины звучат лучше. Но это по моему честному мнению. Но мне нравится, что этот синтезатор всегда при мне, потому что я в любой момент могу вытащить какие-нибудь крутые звучки. А здесь у меня кислотный такой 303 от Roland. Это штуковина из 80-х, поэтому ее даже нельзя подключить к компьютеру. Да и я не использую его, потому что плагины звучат лучше, чем само устройство. Но это очень классная коллекционная вещь, которая еще и досталась мне от моего крестного отца. Здесь у меня пара моих мониторов, это фокалы, это первые большие мониторы, которые я купил. Довольно недавно, кстати, им где-то года 2, наверное. И это очень многое поменяло для меня. Работа с этими мониторами, она поменяла просто фундаментально качество моей музыки. А раньше я писал на вот этих вот небольших мониторах, это Ньюманы KH120. Дальше у меня лежит здесь пуш. Всегда прикольно просто иметь пуш, чтобы накидывать разные барабанные рисунки. Здесь у меня компьютер. В общем-то, это самый обычный iMac. Он уже довольно старый сейчас, но работает отлично. Тут 30 гигов оперативки, что, в общем-то, хватает для моих библиотек инструментов. Я использую библиотеки Kontakt. Но в остальном я не знаю, какие у него технические характеристики, процессоры, вот это вот все. Я просто помню, что пытался купить лучшее, что было доступно на тот момент. И, возможно, эти характеристики не так впечатляют сегодня. С другой стороны, все немного важнее. У нас здесь... Это мои звуковые карты, здесь две звуковые карты, первая Twin, вторая X8. И очень классно в X8, что здесь есть процессор, который обрабатывает плагины с помощью UART. То есть компьютер не обрабатывает плагины, не работает с ними, все делается прямо в звуковой карточке. Это помогает работать быстрее. Восхитительная вещь еще в этом в том, что ты имеешь преампы, так что когда ты записываешь вокал или что-нибудь такое, ты просто используешь эту звуковую, используешь преампы в этой звуковой, и ты можешь выбрать, то есть оно эмулирует, там есть плагины, которые эмулируют классные преампы. Если хочется дать такого старенького или теплого звучка, то вот эти преампы. В этой штуке они есть. Здесь у меня еще кое-что, что досталось от моего крестного отца. Это Juno 60. Еще один старенький синтезатор, прямиком из 80-х. Очень-очень классный, очень теплый звук. Мне очень нравится. И последнее, что я получил от своего крестного отца, это настоящий 808. Он малость поломанный, потрепан, но, наверное, скоро я буду чинить его. Это также скорее просто коллекционная важная вещь для меня, чем синтезатор, который я реально бы использовал. Я просто очень рад на самом деле, что у меня есть настоящий 808, который я к тому же получил бесплатно. И последнее здесь, что мы не рассмотрели, это моя MIDI клавиатура. Здесь 88 клавиш. И я думаю, это все в студии. Ага. Джон, я был бы не я, если бы не попросил тебя показать проект твоего самого известного трека на данный момент Notework. Давай, например, начнем с кика и баса, но потом ты обязательно покажи нам всем свой фирменный бас и, конечно же, вот эти жирненькие горны. Бас-линия, она же горные, содержит в себе внутри низкие частоты. У этого рифа есть саб. Из-за того, что у меня много саба в рифе, и также есть 808, которые, очевидно, конфликтуют, потому что здесь два источника низких частот плюс играют в одно время. И что пришлось мне сделать, это то, что я делаю до сих пор, просто я не делаю это в точности таким же способом, как здесь. Это разделение сайдчейном по частотам. В общем-то, ты просто создаешь рэк, и в этом рэке оставляешь medium и high pass. Ты сайдчейнишь низкие частоты. И когда весь твой риф играет, у кика сайдчейнится только низкая часть.
То есть у нас вот это вот сочинится так. Так что все это оставляет друг другу больше пространства, чтобы иметь возможность играть в одно время. Потому что, очевидно, если этого не будет, то хреново будет звучать. Так что да, вот так я это и сделал. Очень простой, очень базовый способ, но он работает. Окей. Джон, а что на мастере? В 2012-2013 мы платили, чтобы за нас сделали мастеринг, так что я не делал мастеринг самостоятельно. Так что прямо сейчас у меня на мастере, в отличие от ремикса на Макса Коржа, который я покажу позже, здесь у меня ничего. Можете видеть, вот здесь уровня очень низко. Это просто... Тут даже нет никакой компрессии, все уже сведено в миксе изначально, а на мастере нет ничего. И я вижу озон здесь, но я не думаю, что он делает хоть что-нибудь. Погодите, действительно что-то есть на мастере? Но оно не применено. Это, наверное, то, как я делал раньше, и я использую озоны до сих пор, просто я не делаю это в точности таким же способом. И здесь просто есть, похоже, какой-то максимайзер, немного стерео и мультибенд компрессор. Ну и все. Да, в любом случае, это не то, что оказалось в финальном варианте того трека, который вы слышали. Так что это все. А мой компьютер завис, и мне придется перезапускать компьютер. Я надеюсь, я не потерял записи с экрана. Шоу-биз, детка. Да, так и есть. Это моя жизнь. Я борюсь с компьютером. Так, снова к трубам, которые на самом деле горны, французские горны. Что я сделал? Так, я не помню, что я сделал, но мы сейчас это выясним. Надо только разблокировать дорожки. Надеюсь, оно сыграет. В общем-то, это группа, построенная вокруг саба. Этот саб, в общем-то, просто массив. Если я разблокирую дорожки, то все пресети слетят и звучать будет очень плохо. Так что я не буду их разблокировать, но в целом это просто такой воп, который достигается, когда вы используете две волны. Ну, то есть есть одна, а другая на нижней октаве. Просто обычный саб. Тут немного сатурации, какая-то сумасшедшая эквализация, овердрайв и в принципе все. А на горных, я думаю, в горных там что-то более сумасшедшее. Я, к сожалению, не могу разблокировать, но это контактовая библиотека. С сатурацией, еще одной странной, прямо странной как черт эквализацией. В общем, два овердрайва, настроенных по-разному, другой компрессор и эквализация. И все это вместе у нас идет сюда, где еще одна компрессия случается, еще мультибенд компрессор. Все дело в балансе. Да, развлекайтесь, если захотите скопировать это теперь. Но я-то вас вижу. Я теперь узнаю, если ты будешь меня копировать. Слежу за тобой. Джон, ты недавно выпустил клип и трек с инстасамкой. Расскажи, каким образом получился весь этот коллаб? Во-первых, я хотел сделать эту песню такой, с русской мелодией или вроде того, и я хотел бы, очевидно, какой-то рэп поверх этого. Я искал девушку, которая могла бы зачитывать на русском и на английском. Мне нравится агрессивный рэп, и не так много девушек-рэперов, которые могут жестко залететь на любой бит. Я помню, спрашивал друга в России, знает ли он кого-нибудь, хоть какую-нибудь рэпершу, которая могла бы потянуть такую работу. И, честно говоря, мне не казалось, что кто-то был хорош. Я слышал какие-то вещи, но мне не казалось, что они хороши.
Для меня, во всяком случае. И мой друг показал мне эту девушку и сказал, что да, она больше блогер и просто веселая. Она даже немного скандальная, но вышел альбом, и другу этот альбом понравился. Я тоже взял послушать. Я, конечно, ничего не мог понять, но флоу был там. Она могла читать. И так, как я это хотел, она скримила, она зачитывала. Это то, что мне нравится. Так что я просто послал сообщение, и 3 дня спустя получил вокалы. И все произошло так быстро. Неделю спустя мы были готовы снимать музыкальное видео. В вашем треке используется всеми известная мелодия «Во поле березка стояла». Почему ты решил использовать именно эту мелодию? И есть ли еще песни, которые ассоциируются у тебя с Россией? Не знаю, честно говоря, откуда я знаю эту мелодию, но мне кажется, что это из тех мелодий, которую каждый слышит хотя бы раз в жизни. Не могу точно вспомнить, когда, но я помню версию Чайковского, которая очень сильно мне понравилась, и другие очень известные песни из России. То есть мне очень нравится классическая музыка, и у России так много хороших классических композиторов. Игорь Стравинский, Прокофьев, Чайковский, все их песни, они знамениты на весь мир. И это было довольно давно, так что я знаю много мелодий от великих русских композиторов. Хорошо, а кого из современных русскоязычных артистов ты бы мог выделить? Ну, я абсолютно точно знаю нескольких. Из тех, кого я люблю лично, мне очень нравится мой друг Прокси. Мне нравится Волок. Я обожаю Ice Peak. Нравится Макс Корж. А еще я знаю Басту и знаю Teddy Killers. Они классные. И Капелла. Нифига себе, я думал, ты максимум там 1-2 артистов назовешь, а ты почти всех самых интересных наших дэнсовых артистов вспомнил. Но если не ограничиваться Россией, то кто тебе нравится в мировой танцевальной индустрии? Я больше не слушаю так много танцевальной музыки, но в драм-н-бейсе, например, очень много ребят, которые мне нравятся. Как Noisia. Каждый их релиз все еще впечатляет меня. Точно так же, как и Мэфьюс, Иману и все эти ребята, которые поднимают планку музыкального продакшена, и за что я очень сильно их уважаю. С другой стороны, мне нравятся те, кто мешают инди и поп-музыку с танцевальной, причем в каком-то необычном таком ключе, такие как Джош Бен, XNG. В последнее время слушаю очень много Labyrinth, и я знаю, что он больше певец и поп-артист, но люди, которые пишут ему, и я думаю, что он пишет и сам, это вот почти как трэп, но очень-очень вкусный. Каждый звучок расположен так грамотно. Джон, ну не могу не спросить про уже интернациональную группу Little Big. Знаком ли ты с их творчеством и как тебе оно? Я думаю, у них сумасшедшие, но креативные клипы. Да, мне нравятся именно клипы. Может, с музыкальной стороны это... Ну, то есть это же больше шутка с музыкальной точки зрения, и... Это и не та музыка, которую я бы слушал прям, но мне очень нравится, что они умеют развлекать, и нравится, что они сделали вокруг всей группы, а особенно визуально. Друзья, хочу рассказать вам про крутой универсальный конденсаторный USB микрофон, который уже, кстати, наверное, заметили у меня на столе. Это AKG Lyra. И чем же он так хорош? Первое. В этом металлическом малыше не 1 и не 2, а целых 4 разнонаправленных капсуля. И благодаря тумблеру на задней панели можно быстро переключаться между ними и работать в разных режимах. Фронтальный режим использует только передние капсули и идеально подойдет для записи речи, вокала и записи инструментов. Следующий режим Front and Back. Записывает звук с передней и задней стороны. И идеально подойдет для записи подкастов и, например, интервью. Вы просто ставите вот этот микрофон посередине и садитесь друг напротив друга. Режим Tight Stereo записывает 2 канала одновременно, левый и правый, и детально локализует звуковую картину. Тем самым отлично подойдет для записи ударных и клавишных инструментов. А для того, чтобы передать атмосферу помещения или широту сцены, подойдет последний режим Wide Stereo. Второе.
наличие встроенного аудиоинтерфейса. Это заметно упрощает процесс звукозаписи. Просто подключаете микрофон к компьютеру по USB и можно уже работать. Также здесь имеется выход для наушников. И что самое важное, с нулевой задержкой и регулировкой на передней панели. И вдобавок ко всему вы получаете в комплекте лицензию Ableton Live 10 Lite. В итоге мы получаем универсальный микрофон с возможностью записи звука в максимальном разрешении. 24 бита 192 кГц, который подойдет для решения любой задачи. Например, для записи на домашней студии, ведения стрима, записи интервью или даже SMR. Поэтому Demixer рекомендует, ссылка будет в описании. Ну а мы идем дальше. Окей, это проект ремикса на Макса Коржа. Я тут немного почистил этот проект, чтобы было полегче смотреть на проект. В общем, инструментал у меня вот здесь. Просто я даже думаю, это MP3 или WAV. И акапелла, вокалы. Так что у меня тут его вокал отдельно. Знаешь что? Я все люблю. А потом оригинальное. Я очень хотел выдержать интро таким, чтобы оно сильно напоминало оригинал. Так людям было бы легче узнать песню, именно поэтому я и темп поставил точно таким же. Я лишь добавил несколько фирменных звучков, типа... Просто немного громыхания. Этот ремикс, кстати, полностью был подготовлен для того, чтобы я мог очень быстро переключаться на него, когда играл в фестивале. Я, в общем-то, просто перетащил сэмплы, которые есть у меня в Splice, в моем паке в Splice. Так что все эффекты, все подъемы, которые использованы в песне, типа этого или вот этого, это все мои звучки из пака со Splice. А потом, вообще, это все, что касается интро. Сразу в дроп. Кстати, вот такая интересная штука. Несмотря на то, что у меня были присланы отдельные дорожки, но из-за того, что я сделал этот ремикс до того, как дорожки получил, вот этот основной синт, который вы слышите, это прям намудренный способ того, что я вырезал из этого бита. Давайте разморожу дорожки, чтобы мы видели, что происходит здесь. Так что... Это просто... Это временные кусочки, которые играют всю песню. Да, но используются постоянно и с кучей разных эффектов. Это был мой способ изолировать остальную песню. Убрать сап и все такое, оставить только вот этот синт. И даже несмотря на то, что потом я получил дорожки, я помню, что я пытался их подставить в проект, но они были такие чистые, и мне уже нравилась вот эта, более такая грубая версия того, что я сделал. Мне кажется, оно лучше сыграло на общий вайб в песне. Но да, я соглашусь, что это точно не лучший способ работать. Давайте перейдем к бас-линии, которая вот она здесь. Это, в общем-то, тоже то, что есть у меня в паке в Splice, и я буду упоминать этот пак везде. Потому что мне приходится работать быстро. Чтобы играть эту версию такой, мне приходилось действительно быстро работать. И эта бас-линия, которую вы слышите, это, в общем-то, 808 из пака. С некоторым белым шумом. Я также сделал рэк, где разделил середину и высокие с небольшой эрозией и белым шумом, который заполняет. Он просто в середине и в высоких пропущен через стерео. Так, чтобы это хоть и звучало как шум, но звучало как шум с движением. Так что да, это, в общем-то, то, что я использовал, чтобы создать эту бас-линию. Все остальное это
по сути, ресэмплы, как эти басы. Так, остальная песня по поводу вокалов. Я на самом деле не трогал-то вокалы. Мне единственное, что пришлось сделать, это в хип-хопе никто не компрессирует треки, как в EDM. Так что я накинул немного сайдчейна с помощью вот этого плагина. Им засайдчейнил, собственно, низкие и средние частоты. Это дает пространство для кика и для бас-линии, чтобы бить прям... То есть, когда звучит бас-линия, все еще можно услышать вокалы. Ну и можно накинуть лютой компрессии, чтобы иметь громкий микс, как вот этот. Делайте так, если еще не делали. А в остальном все довольно простенько. Использовал некоторые текстурки. Хай-хеты буквально перетащил, закинул в проект из своего пака. Здесь у нас другая бас-линия, которая во втором дропе. Да, она, возможно, чуть более сложная, но я не могу ее показать, не могу разблокировать дорожку, так как нет всех плагинов на этом компьютере. Но это Massive с чертовой тонной дисторшена, вокодеров, корусов, эквализация, ревер и еще эквализация. Все это дает такой... А почему ты решил сделать ремикс именно на Макса Коржа? Довольно давно мой друг показал мне много всякого материала от Макса Коржа, который был классным. А чуть позже он показал вот эту песню конкретно. Название я до сих пор не могу выговорить. Но песня-то чертовски крутая. Бит, вокалы. И я прямо чувствовал, как меня качает под эту песню. И знаете, по приколу я ее постоянно играл. Да. Она прям реально зацепила меня. Я влюбился в эту песню. Но я как-то сыграл ее в Восточной Европе, и люди просто сошли с ума. Я сделал такой флип. Прям небольшой такой ремикс, и он сработал потрясающе хорошо. И с тех пор, как я разместил его у себя в соцсетях, люди просили его выпустить. Ну, я и выпустил. Ты, наверное, уже знаешь, мы недавно были у битмейкера Фетр в Новосибирске, который написал музыку для оригинала «Малый повзрослел». И он говорил, что помогал тебе с ремиксом. Расскажи подробнее, как происходила работа над процессом и участвовал ли в ней сам Макс? И был ли вообще фидбэк от него, от Макса Коржа? Да, я получил дорожки, именно индивидуальные дорожки, но в конце концов я их даже не использовал. Единственное, что я использовал, это вокальная дорожка и просто mp3 оригинала. Даже несмотря на то, что у меня были оригинальные дорожки, что довольно тупо с моей стороны, но мне нужно было работать очень быстро. То есть все было сделано без их разрешения, я сделал ремикс, не спросив у них разрешения. И даже когда получил дорожки, мне не казалось, что стоит менять хоть что-то в песне, потому что мне понравилось то, что я сделал уже с самим оригиналом. В любом случае, когда я попросил Макса о возможности именно выпустить трек, он послушал, и мне показалось, что кажется, ему понравилось. И с его командой мы вместе собрались и выпустили, так что это такой совместный релиз, я бы сказал. Для основной группы басов здесь все засайдчейнено с помощью Volume Shaper. И все, что я сделал, в общем-то, эквализация на всей группе. На мастере, я думаю, все довольно просто. Базовая эквализация. Я сделал довольно грубо по верхам, поэтому пришлось немного подрезать, оставив средние и низкие. Около 300 или, да, 270. А с другой стороны, медленная компрессия на всем абсолютно. Это юадовский плагин, о котором я рассказывал, который делает... помогает разровнять все. Дальше использовал Озон 5. Да, я использую 5 Озон.
Я использовал здесь пресет из Drum and Bass, который мне довольно нравится. Но я прибрал все так сильно, что на самом деле не думаю, что этот плагин делает сейчас хоть что-нибудь в треке. Также Exciter здесь. Он, в общем-то, бесполезный. Но что очень важно, это применить лимитер. Я лимитирую абсолютно все. Можете видеть, что лимитинг довольно жесткий. И я извиняюсь за это, ребята, но мне нравится, когда громко. Это, я думаю, все. Да, довольно просто. Может здесь еще глянуть на эти горны. И как можете видеть, да, довольно много эффектов на этом. Трек посередине разделен серумом, который заполняет именно нижнюю часть. Да, это в общем-то саб с кучей дисторшена и ревера. И наверху всего этого просто сэмпл горна из библиотеки Kontakt. Вместе они звучат. Ну и по классике, чертова тона дисторшена, эквализации, компрессии, мультибенд компрессор. Возможно, на брейкдаунах я использовал реплика, классный дилей инструмент. Помогает в переходах. И да, это все, это был ремикс на Макса Коржа. Джон, расскажи, со скольки лет ты пишешь музыку? И с какой программы ты начал свой творческий путь? Когда мне было 9-10, моя сестра установила Fruity Loops. Я думаю, это было 3. что-то там на папином компьютере. Она хотела делать что-то, я думаю, это хард-техно или что-то вроде того. И я помню, открывал программу и просто было интересно посмотреть, что моя сестра пытается сделать. Я быстро понял, насколько это просто во Fruity Loops. У тебя есть сетка, ты кликаешь в сетку, нажимаешь play, и оно играет, чтобы ты там не накликал. Что-то вроде блоков Тетриса, или это очень просто, даже для ребенка. И я помню, именно тогда, еще ребенком, я уже писал супер простые биты. И только позже, когда мне было около, я не знаю, может 13 или 14, я открыл тогда для себя другую программу, которую мой папа использовал, Cubase. Она тоже была на том компьютере, и там были записи, потому что мой отец использовал Cubase, когда записывал свою игру на инструментах. Это было довольно похоже на Fruity Loops, кстати. В Cubase тоже можно было делать всякие лупы и биты. Примерно в то время я выучил Reason, и я использовал Reason в Rewire. Это такая штука, я даже не уверен, есть ли она сейчас. Но это что-то, что соединяет две программы. Да, она называлась Rewire, и я просто соединял Reason и Cubase. И так я принялся за дело более серьезно. И через какое-то время я перешел на Mac и не смог найти ломаную версию Cubase, так что я просто взломал Logic на Mac. Тогда я делал вещи на Reason и Logic, также используя Rewire. И вскоре мне захотелось играть лайвы, так что я использовал вот эти штуки. И уже их я подключал в Ableton Live. Ableton был просто более удобным с этими вертикальными штуками именно для игры живьем. Так что так я перешел к уже Ableton. И я пользуюсь именно этой программой с тех пор. Ну да, иногда Sound Design, некоторые записи в Pro Tools, но в основном я работаю в Ableton. Поговорим о твоем новом альбоме «Ренессанс». Почему ты решил выпустить именно альбом? Ведь в танцевальной музыке, да и не только в танцевальной, это редкость. И чаще всего артисты выпускают материал по синглам, чтобы каждый трек по максимуму успеть и смочь продвинуть. Ну, во-первых, я релизнул альбом с 5 синглами, что дало каждому дополнительную силу. Как минимум половина альбома вышла отдельными синглами. Это, правда, помогает продвижению, если ты сравнишь с тем, что люди в основном делают в EDM-мире. Но я думаю, если сравнить мой альбом с любым чужим на EDM-сцене, люди хотят сделать бенгеры, просто
большие песни, которые будут играться каждым диджеем, наверное, 2 или 3 месяца. А что я пытался сделать, это цельную картину, в которой смешал бы много разных типов музыки. Но в основном, конечно, микс классической музыки. И я хотел бы, чтобы альбом имел начало и конец. И типа дать слушателю пройти через приключения во время прослушивания этого альбома. И это не тот альбом, в котором ты можешь брать отдельные песни и прямо слушать их поодиночке. Мне кажется, они все связаны в каком-то смысле. Или, во всяком случае, это то, чего я пытался добиться. Для меня очень важно не ассоциировать себя с той культурой, делающей бенгеры, которые умрут через 6 месяцев. А как ты пришел к решению записать целый оркестр для своего альбома? Ты еще и в другой стране. Прежде всего, это была моя мечта большая, именно как музыканта. Я ведь люблю классическую музыку, люблю мешать ее с хип-хопом там или электроникой. Так что имело смысл для меня в какой-то момент жизни просто записать настоящий живой оркестр вместо использования плагинов, которые лишь эмулируют роботизированное ощущение от настоящего живого оркестра. Это, кроме того, что это цель, это еще и художественный замысел. И это дает что-то, что компьютер никогда тебе не даст. И это еще не то, что делали часто. Есть несколько человек из техномира и из драм-н-бейса, которые делали что-то подобное. Но в целом не так много еще исследовано. И не каждый такое проворачивал. И это довольно сложно сочинять. И сложность сочинения даже не в том, чтобы сочинить партию для каждого конкретного инструмента в оркестре. Сложность и в следовании определенному культурному коду написания классической музыки. Это как другой мир совершенно. Однажды ты исследуешь его как артист, и он вознаграждает тебя по полной. Открываешь новые способы написания. Это открывает так много дверей, которыми ты можешь пользоваться позже. Джон, у нас еще есть несколько вопросов от наших подписчиков. Друзья, напоминаю, что за день до съемки я публикую пост в своем, чаще всего, инстаграме, в котором вы можете задать вопросы нашему герою. И лучшие, конечно же, попадают в выпуск. Первый вопрос от Андрея Бектина. Каким образом тебе удалось выйти именно на российскую аудиторию? И произошло ли это случайно? Или ты такой давно уже фанат культуры российской? Я помню, это было в то же самое время, когда я работал в Apollo Studio, занимался там саунд-дизайном. Параллельно моя музыка уже поднималась, и я начинал планировать международные выступления, оставаясь на работе. И случайно я увидел видео, в котором мою музыку играли в России. Это то танцевальное телешоу. Ну, вот это вот про танцы с Микелем, и там был ноутверк, и просто все взорвало. Меня пригласили туда. И то есть пока я больше работал над североамериканским фронтом моей музыки, мне казалось, что больший отклик, конечно, пошел от России. Хотя в других частях света другие песни чувствовали себя лучше. Но в особенности в России Notework — это большой хит. Но это было случайно. Я никогда не продвигал ее. Это случилось очень органично. Следующий вопрос от диджея Стерка. Как поменялась твоя жизнь после трека Notework? И в какой стране трек зашел так же сильно, как и в России? Тяжело сказать. Я не думаю, что моя жизнь изменилась внезапно, прям как по щелчку пальцев. Все как-то прогрессировало. Я не знаю, было ли это из-за Notework или других песен. Notework стала большим хитом именно в России и в странах, которые похожи на Россию. Я имею в виду в целом весь восточный блок Европы. А потом стала довольно популярна в Австралии и в Штатах тоже.
И да, она стала одной из моих самых, ну, типа, знаешь, самых успешных песен. Так же, как Battle Royale, так же, как Black Gold и другие песни. И я не думаю, что Notework прямо изменил мою жизнь. В какой-то степени повлиял на нее, конечно, но... Если моя жизнь не менялась, то она менялась не по щелчку пальцев. Это был прогресс, нарабатываемый месяцами, годами. И я думаю, что моя музыка и шоу тоже стали частью этих изменений. Не было так, что ты просыпаешься, Notework большой хит, и прям все меняется. Это реально работает так, что ты делаешь музыку, ездишь по миру, шоу, знакомишься с людьми, и только через годы все постепенно меняется. Так, хорошо. Осталось еще два вопроса. Следующий от Дмитрия Клопова. Ты записывал для альбома целый оркестр. Насколько это дорогое удовольствие и сколько часов длилась запись? Оркестр. Как много часов он занял? Так много часов. Вечность. Это заняло вечность. Я даже спал, собственно, вот на этом диване. Очень много спал. И иногда прям слушал, переслушивал то, что мы сочинили, записали, засыпал, и приходилось переслушивать. Заняло вечность. Было ли дорого? Да, так нахрен дорого. Я думаю, именно поэтому заняло столько времени. Я хотел записать оркестр так давно. Но просто я не мог позволить себе этого. И лишь только когда мы получили поддержку именно от правительства и все эти штуки, которые помогли проекту воплотиться в жизнь. И тогда мы и сделали. И завершающий вопрос от Владимира Клочко. Ты раньше писал музыку для известных игр, например, для Assassin's Creed. Расскажи про это время и про то, как ты попал вообще в эту индустрию. И чем ты, собственно, там занимался? Я не делал музыку для видеоигр, я занимался именно саунд-дизайном и для видеоигр, и в особенности трейлеры для Ubisoft. Мы сделали Assassin's Creed, мы сделали Watch Dogs, делали для Far Cry. Мы работали над кучей вещей, но в основном это были трейлеры и саунд-эффекты. Так что все звуки, вся музыка была скорее от больших поп-звезд вроде Woodkid и остальных. Так что мы получали музыку, у нас был визуал, и наша задача была, собственно, в том, чтобы соединить это все вместе и сделать такой звуковой монтаж. Это была моей первой работой, моей первой настоящей работой. Сразу после универа я стал интерном в студии, которая называлась Apollos Studios. И туда я прошел интерном, делал, собственно, саунд-дизайн для рекламы. Честно говоря, это была дерьмовая часть саунд-дизайна, делать такие, знаешь, шаги, в рекламе. Например, когда кто-то ест Subway сэндвич и нужно сделать звуки для этого, это то, чем я занимался. Это было довольно отстойно, честно говоря, но мне было весело, потому что мне очень нравилось находиться в студиях, делать такую работу больше, чем ходить на настоящую работу. Но те вещи конкретно, которые я делал, конечно, это очень базовые вещи. И только когда мы получили контракт от Ubisoft на работы, игры, и это было очень весело, но, к сожалению, это лишь малый процент от всего, что я делал, из того, что мы делали на Apollo Studios. И когда моя музыка вырвалась наверх, я просто ушел. Покинул студию и с тех пор занимался только музыкой. Интересная штука, кстати. Тут во втором дропе... Это бас-линия, точнее, люди думают, что это бас-линия, вот это. Но это не бас-линия, это вообще-то те горны, просто перегруженные. Вот они здесь. Ну, в общем-то, это те же самые трубы или горны, просто пересэмпленные кучу раз и с кучей эффектов.
И да, и опять странная эквализация, компрессор и... Да, в общем, это не синтезатор. Это ресэмпл. Так что вот так. Вокалы. Это будет интересненько. У Panther все было очень просто. Я отправил ему этот бит, который был довольно сырым и содержал вот эти вот барабаны. Да, и потом он записал слова на это, а еще записал слова для девушки. И я думаю, все случилось довольно быстро, потому что Panther просто зверь. Ты отправляешь ему бит, он быстренько этим вдохновляется и готов залетать на студию прямо сейчас, прямо вот. И за один дубль он может сделать просто магию, как вот это. Eyes open like they never seen a dance floor, pumping like they shot it full of creatine, baby. Them biddies all trying to shake. Так что это заняло у Panther, по сути, один тейк с некоторыми словами слева, справа, вот тут. И потом эдлибы. И погоди, на эдлибах нет ревера? Боже мой, отвратительный ревер, отвратительный дилей. Не суть, это старое дерьмо, но оно сработало. А на вокалах все прям базово. Это эквализация и старенький компрессор. Мне нравится этот компрессор, несмотря на то, что он довольно старый. Этот компрессор все еще работает очень хорошо. Я думаю, это все для Panther. А вот у девочки это была другая история. Это было немногим сложнее. И да, тот же самый компрессор, но я добавил немного усиления, еще чуть компрессора, эквализации. Ничего на треках отдельно. Но здесь вообще 6 дорожек вокала, которые играют в одно время. И поодиночке они звучат, в принципе, довольно плохо. Но все вместе это звучит очень круто, и мне нравится результат. Но у нас ведь как бы и не было рэперов, и вся песня это одна большая шутка. Мы просто веселились, взяли вина, заехали на студию, и мы просто сделали это как шутку. Так что я не ожидал от ребят чего-то профессионального или типа того. А результат мне еще и понравился. Для того, чтобы попадать в ритм, приходилось нарезать. Прям нарезать кусочки и ставить их на свои места. Я даже помню, что растягивал эти куски, чтобы каждый из них попадал прямо вот в счет. И как вы можете видеть, здесь очень много разной нарезки, чтобы, типа, попасть в ритм. И да, это... Вот и все. А также... да, что это здесь? Да, я сделал такую вот. Который вообще-то звучит круто. Я думаю, сделаю так еще раз. Звучит прикольно. Так что это было... Стоп, мой компьютер завис. Компьютер завис. Мой компьютер умер. Мой компьютер сейчас взорвется. Окей, что ж, это конец этого интервью. Пока, ребята. Мне пора купить новый компьютер. Извиняюсь еще раз, мой компьютер, он немного староват. Не такой старый, как проект, кстати, но все еще достаточно старый. Ну и, в общем-то, по вокалам вы поняли, очень много нарезки, все довольно прямолинейно, все очень базово, прям простенько. Ну а теперь пришло время нашей традиционной рубрики «Зацени мой трек», в которой мы с нашими героями слушаем ваши треки. Напоминаю, что мы принимаем только авторские работы и только вот по этой форме. Ссылочка на нее также будет в описании. Джон, я отправил тебе несколько треков, твоя задача послушать и оценить эти работы. И, конечно же, выставить оценку по пятибалльной шкале. Параллельно ты можешь комментировать и высказывать свои пожелания и напутственные какие-то слова ребятам, которые, собственно, сделали эти треки. Мне кажется, что музыка в целом, она слишком субъективна. Спрашивать чего-то мнение не очень хорошо. И даже если у меня такая точка зрения, то ты смотришь со своей стороны. И кому есть дело до того, что я думаю. Так что, ребят, близко к сердцу не воспринимайте.
И, в принципе, советы от меня не принимайте. И я бы дал этой песне 4, не 5, может 4,5. Я думаю, она крутая, она хорошо звучит в моих мониторах. И это такая песня, которую я играл бы, если бы нужно было что-то жесткое, потому что песня жесткая. Я не обратил так много внимания на интро, я думаю, что интро скорее... Это что-то, что просто подводит к дропу. Но дроп крутой, я реально его прочувствовал. Собственно, поэтому я дал бы песне такую оценку, потому что, что бы он ни пытался сделать, оно у него получилось. Alright, so Rock Slice, Cooley Herb. Не знаю, сколько в точности тебе дать-то, но где-то около 4. Я думаю, твое интро реально очень классное, заставило меня прокачаться. Знаешь, я качался с флоу. Певец и бит, знаешь, они такие... Я даже не знаю, они очень теплые. Мне, в общем, понравилось интро. Дроп скорее нейрофанковый, и мне нравился нейрофанк, но я думаю, что послушал слишком много его в жизни, так что я устал от него в общем. Хотя что-то мне нравится в нейрофанке сейчас, это его тег-часть. Этот тип нейрофанка, он, знаешь, такой очень нагруженные синтезаторы, я бы поменьше сделал на свой вкус. Но я бы сказал, что в целом все сделано очень хорошо, в каком-то смысле. Но, знаешь, поменьше бы всего в дропе. Но интро реально меня зацепило. Cause she chosen. Ain't nobody talking to the police. Roll up on your boys with that massacre. Alright, Sharon, Hip Hop Rhythm ID. Тебе надо найти название для трека, братан, потому что хип-хоп Rhythm ID звучит как черновое название моих треков до того, как я найду им реальное имя. Я думаю, что такой хип-хоповый вайб — это самое то. Меня прокачало прям в интро и в брейкдауне. Ну, я люблю хип-хоп. И флоу парней, знаешь, он такой олдскульный, биточек при этом от новой школы. Классный микс. Ритмическая часть в дропе очень грязная. Хотя мне, в общем-то, такое нравится, но в данный момент я, наверное, не прочувствовал этого так. Но я уверен, если бы я взял пару пива, то я бы, скорее всего, насладился этой частью.
right, Malorn Napalm. Я думаю, это пока самый любимый из 5. Я также дам тебе 4,5. Трек очень чистый. Мне прям нравится, как ты все спродюсировал. Это классно. И то, как ты собрал, как все подходит друг к другу, и оно так агрессивно прямо бьет. Все к месту. И я думаю, такую песню я бы сыграл, так что... Ну, знаешь, чувак, я ее прочувствовал. Это очень круто. Продолжай. Started now, and if you come up, All right, ATMQ error. Меня прокачало, и я прочувствовал все моменты в песне, но я думаю, очень много всего происходит. Некоторые части саунд-дизайна крутые, некоторые звучат как то, что я уже слышал у других продюсеров, но если ты к этому и стремился, то продолжай. Я бы дал 4. Я думаю, что оно хорошо сделано для такого жанра. И я хотел бы мотивировать тебя. Может, я прочувствовал меньше именно интро и брейкдаун, но я ведь не слушал ее так долго и глубоко. И, кстати, все песни, которые я слушал, все 5, очень сложно, знаешь... Да, сложно оценить песню, когда ты слышал ее всего один раз, потому что есть такая штука, что трек растет, чем больше ты его слушаешь и погружаешься в него со временем. У меня не было достаточно времени, чтобы вникнуть в это все. Но если помогло... Классные треки. Ваш клип с инстасамкой снимался в России в прошлом году и уже собрал больше, если я не ошибаюсь, 2 миллионов просмотров. Расскажи, где и как вы его снимали и легко ли было найти танк? Это была где-то неделя до Alpha Future. Мы тусили с моим другом на вилле. Друг, который снимает шоу, снимает фестивали. В общем, когда мы были на фестивале Зигит в Венгрии за неделю до Alpha Future People, тогда я послал сообщение инстасамке. И всего в течение недели я отправил ей инструменталы, которые сделал у себя на ноутбуке, даже не здесь. И она прислала обратно вокалы, и получается, всего в течение 2 недель у нас уже была готовая версия трека, ну, более-менее готовая. И потом я переслал все это дело менеджеру инстасамки и сказал, мол, «Хей, мы играем на Alpha Future, вы не хотели бы прилететь из Москвы к нам в Нижний? Может, исполнили бы эту песню или даже сняли что-нибудь, потому что я хотел клип в России. Так что всего за неделю». Песня была записана, и они такие, да, прилетели. Мы выступили с песней живьем и на Alpha Future. И вот я не помню точно, это был все еще день фестиваля или уже день после фестиваля, но мы просто в наших сторис спросили людей, мол, «Хей, смотрите, мы на вилле, будем снимать музыкальное видео, приходите в полночь». И куча людей появилась на этом месте, так что мы просто собрались и начали снимать клип. И 3-4 дня спустя... нет, даже, наверное, через день-два после Alpha Future People мы вылетели в Москву и начали снимать остатки видео. Это было в Москве и в области. И все произошло очень быстро. Где я взял танк? Мы наняли Марину, она восхитительная. Она была такой, знаете, в ее заботах было нахождение вещей для съемок этого самого музыкального видео. А мы, в общем-то, стебались. Это было что-то вроде, «Хей, ты можешь достать это? Хей, ты можешь достать то? Сколько за это?» И в какой-то момент мы просто, «Хей, а ты можешь достать танк?» А она такая, «Да, нет проблем, я могу достать танк». И она достала танк. Джон, давай немножко пофилософствуем.
Что бы ты мог пожелать нашим зрителям-музыкантам? И какие истины тебе всегда помогают в твоем творческом пути? Я думаю, что в частности для продюсеров очень важно иметь свое видение и верить в себя всегда. Не слушать людей, они всегда что-то говорят. И получать удовольствие от этого. Очень важно сфокусироваться. Ты, музыка, удовольствие, получай удовольствие. Думай об этом как о хобби. Да, наслаждайся этим моментом, не пытайся давить на себя, вырабатывать рабочие привычки. И эти попытки вечно стать большими, о, я хочу сделать абсолютно все. Все это будет вгонять тебя во фрустрацию. Гораздо важнее просто получать удовольствие, заниматься этим по хорошим причинам. Не потому, что хочешь получить что-то от этого, а потому, что ты действительно наслаждаешься процессом. И продолжай им наслаждаться. А каких все-таки истин и правил ты чаще придерживаешься в своем музыкальном пути? Я знал с самого первого дня. То, что я делаю, потому что мне самому нравится. Каждое решение было принято, исходя из того, что я хотел сделать. И казалось, что когда я делаю вещи по каким-то там причинам, получить концерты, знаешь, получить коллаборацию, все вот эти вещи, оно никогда не срабатывало. Нужно просто верить в свое видение. Да, это... С годами я прям чувствую, как... Если бы я применял именно эти методы в работе, я был бы счастливее. Ну, то есть я сделал так, конечно, сейчас, и нет причин жаловаться. Джон, спасибо тебе большое за этот, так сказать, карантиновый выпуск. Надеюсь, после всех этих историй с карантином мы с тобой обязательно встретимся. Люблю вас всех, спасибо за все, спасибо за просмотр. Спасибо, ребят, за интервью, и увидимся позже. Друзья, спасибо, что были с нами. Напоминаю, что это не первый выпуск с зарубежным героем. В прошлом году мы летали в Лондон к крутому продюсеру Сигала. Вот здесь в подсказке можете посмотреть, также ссылочка будет в описании. Также в этот раз не буду просить вас поставить лайк, лучше подпишитесь. Потому что 85% по статистике до сих пор почему-то смотрят без подписки. А это очень важно для продвижения роликов и для самого проекта. И также пишите в комментариях, с кем вы хотели, чтобы я из зарубежных героев встретился в следующем выпуске. До скорых встреч!